Ассаламу алейкум, родные! Вы когда-нибудь задумывались, как древняя искра, зажженная на бескрайних просторах Центральной Азии, смогла превратиться в пламя великой цивилизации, которая до сих пор согревает сердца миллионов? Сегодня я поведаю вам историю таджикского народа. Историю, основанную на безупречно проверенных фактах, подтвержденных трудами Академии наук Таджикистана, данными авторитетных энциклопедий и исследованиями признанных историков. В самом начале, когда мир был еще юн, и необъятные степи и величественные горы Центральной Азии только начинали вписывать свои первые строки в книгу истории, на этих землях жили древние иранские племена. Среди них выделялись народы, ныне именуемые сагдийцами и бактрийцами. Эти племена, подобно могучим дубам, пустили свои глубокие корни в плодородную землю, и именно из их потомства впоследствии выросло то, что мы сегодня называем таджиками. Археологические находки, изученные с особой тщательностью, подтверждают, что именно в глубокой древности здесь процветали культуры, способные дать начало целой цивилизации. Представьте себе, как в те далекие времена люди, собранные у костров под звездным небом, передавали знания из уст в уста. Их рассказы были полны образов природы. Устная традиция была для них не просто способом общения, а настоящим святилищем памяти, где каждая история была тщательно передана следующему поколению. Именно так зародилась основа культурной идентичности, которая со временем окрепнет и превратится в живую традицию таджикского народа. В последующие века, когда первые города стали оживать, земля Центральной Азии превращалась в перекресток великих торговых путей, связывающих Восток и Запад. Здесь, на перекрестке цивилизаций, древние племена не только вели обмен товарами, но и культурными ценностями, языками и традициями. И вот, когда наступило время великих перемен, на эту землю обрушились новые веяния. VIII век стал поворотным моментом, когда с приходом арабских завоевателей началась эпоха, которая навсегда изменила лицо региона. Новая вера, новые обычаи и традиции стали вплетаться в ткань древней культуры, не разрушая ее, а обогащая, как ручей, впадающий в великое озеро знаний. Эта эпоха арабских завоеваний принесла с собой не только новую религию, но и новую систему образования, письменности и научных знаний. Под влиянием ислама древние традиции таджикских предков не утратили своей самобытности, а напротив, нашли новые формы выражения. Письменность, ранее передававшаяся исключительно устно, стала записываться, а великие поэты и мыслители начали создавать произведения, которые до сих пор считаются жемчужинами мировой литературы. Именно в эти века закладывались основы той культурной и языковой традиции, которая в последующие столетия станет неотъемлемой частью таджикской идентичности. С течением времен, когда века сменяли друг друга, таджикский народ продолжал свое плавное, но уверенное движение вперед. Каждый новый этап истории вносил свои коррективы в общую мозаику национального самосознания. Изучая рукописи, найденные в древних монастырях и городах, можно с уверенностью сказать, что именно этот народ смог сохранить богатейшее наследие предков, не поддаваясь забвению даже в периоды самых тяжелых испытаний. Лингвистические исследования не раз доказывали, что таджикский язык, являющийся одной из ветвей древнего иранского языка, уходит своими корнями в эпоху, когда первые племена слагали свои песни и легенды, воспевавшие величие природы и человеческого духа. Археологические раскопки, проведенные на просторах современной Таджикистана, обнаружили свидетельства существования древних городов и поселений, где процветали ремесла, наука и искусство. Каждая найденная керамическая ваза, каждая древняя гравюра и рукопись – все это служит весомым доказательством того, что культура, зародившаяся в далекие времена, не просто сохранилась, а продолжает жить в сердцах людей. Историки отмечают, что археологические данные, подтвержденные трудами специалистов, позволяют говорить об истинном и глубоком происхождении таджикского народа, который, несмотря на все внешние воздействия, сохранил свою уникальность и самобытность. Не стоит забывать и о том, что наряду с материальными свидетельствами не менее важным остается наследие духовное. Великие поэты, мыслители и ученые, родившиеся в этих землях,
создали произведения, которые стали неотъемлемой частью мировой культуры. Они воспевали силу человеческого духа, красоту природы и мудрость предков, даруя каждому поколению неиссякаемый источник вдохновения. Именно благодаря таким произведениям таджикская культура смогла не только пережить века испытаний, но и выйти на новый уровень самопознания, объединив в себе как древние традиции, так и современные веяния. Сегодня таджики – это народ, для которого история не является сухим набором дат и событий, а живой, дышащей легендой, рассказанной с душой. Каждый таджик, будь то в небольшом горном селе или в современном мегаполисе, носит в себе частичку той древней искры, которая однажды зажглась на этих землях. История этого народа – это не просто летопись прошедших столетий, а целая философия, основанная на вере, стойкости и любви к родной земле. Она напоминает нам, что истинная сила народа заключается не в материальных богатствах, а в духовном единстве и преданности своим корням. Конечно, на пути становления таджикской нации были и испытания, и трудности. Наш народ сталкивался с нашествиями, внутренними распрями и переменами, которые могли бы разрушить даже самые крепкие устои. Однако, как показывает история, каждый удар судьбы только закалял дух, позволяя сохранять ту уникальную идентичность. Исторические исследования, опирающиеся на объективные данные, подтверждают: таджикский народ всегда умел найти силы для возрождения, словно древнее дерево, которое, несмотря на все невзгоды, продолжает расти и цвести. Согласно материалам, изложенным в трудах Академии наук Таджикистана и подтвержденным в авторитетных энциклопедиях, процесс формирования таджикской идентичности является результатом многовекового взаимодействия различных культурных слоев. От древних иранских корней до влияния арабской цивилизации каждая эпоха вносила свою лепту в сложное полотно национального самосознания. А если вдруг найдутся те, кто будет сомневаться в подлинности этих фактов, позвольте сказать следующее. История – это наука, основанная на объективных данных, проверенных годами кропотливых исследований. Каждый найденный артефакт, каждая древняя рукопись и каждая запись, найденная в архивах древних городов, являются неоспоримыми доказательствами того, что рассказанная сегодня история – это не выдумка, а результат работы многих поколений ученых. И если кто-то пытается отвергнуть эти данные, то его аргументы теряются перед лицом неоспоримой правды, подтвержденной не только современными исследованиями, но и мудростью предков, записанной в вечных летописях. Таким образом, история таджикского народа – это не просто пересказ фактов, это целый эпос, где каждое слово наполнено жизнью, а каждая дата и событие – доказательство великой миссии народа. Это рассказ о том, как из древней искры, зажженной на просторах Центральной Азии, выросло пламя, которое до сих пор освещает путь миллионов людей, объединяя их под знаменем общей культуры, языка и веры. Дорогие мои, если в этом рассказе вы почувствовали тепло древних преданий, если каждая история о великом прошлом зажгла в ваших сердцах искру гордости за свое происхождение, то знайте, ваша вера и поддержка важны для нас. Поддержите наш канал, ведь именно ваша искренняя поддержка помогает нам продолжать рассказывать эти удивительные истории, основанные на безупречных фактах и подтвержденных исследованиях. Пусть наша общая любовь к истории, к истокам и традициям будет тем маяком, который ведет нас через века, напоминая о том, что наша сила в нашем единстве и памяти о предках. Ассаламу алейкум, родные! Пусть эта история, рассказанная с душой и проверенная временем, станет для вас источником вдохновения и глубокого уважения к великому наследию таджикского народа. Благодарю вас за внимание, за то, что разделяете с нами этот путь познания. И до новых встреч в следующих выпусках, где прошлое и настоящее сливаются в единое целое, а истина всегда остается на страже нашей памяти. वतन तू मंजिली दिली मन नजदी तू में शवत جاویدان کویت بلند دریا روان
قدرت عزیز زی است اینجا. ای وطن تو سرودی دلی من، تو نگاهی آرزوی جاویدان. از تو بلندتر نست در این زمان، تو چشمی زمین، تو شان و شرفان. ای وطن تو سرود دلی من، تو نگاهی آرزوی جاویدان. از تو بلندتر نست در این زمان، تو چشمی زمین، تو شان و شرفان. گلستانی تو با خوشبوی پر است، هر یک برگی تو دانشم فریاد است. مردمی تو مهربانی پر شرف، تاریخی تو است همه گذشته است. ای وطن تو سرودی دلی من، تو نگاهی آرزوی جاویدان. از تو بلندتر نست در این زمان، تو چشمی زمین، تو شان و شرفان. در سایه ای تو ما یکی میشوم، برای تو غمشم جاوید میشوم. تو مادریم و تو ارزشی ابدی، هر یک نفس را برای تو میدهیم. ای وطن تو سرود دلی من، تو نگاهی آرزوی جاویدان. از تو بلندتر نست در این زمان، تو چشمی زمین، تو شان و شرفان. وطن تو مقدس و پر نور، هر یک دل رو میکری شدی در حضور. تا آخری زمان تو باغ سر بلند، ما همیشه توزه میکنیم